Приветствую призыватели и непризыватели. Меня зовут Кхарн. Я являюсь долгожителем Лиги Легенд. Это видео– дополнение к посту Симсима касательно грубого нарушения команды СПБ ГУД в финалах битвы университетов. И поэтому, если вы еще не знакомились с его постом, рекомендую посмотреть сначала его, а потом уже смотреть данное видео. Итак, начнем. Так как сказал Симсим, в битве университетов в онлайн-части турнира на аккаунте Ники Амана играл другой человек, заведомо механически сильнее настоящей Ники, что считается грубейшим нарушением и позором как для университета, так и для только-только развивающегося региона. Перед тем, как начать, скажу сразу. Я являюсь нейтральной стороной, обычным зрителем. У меня есть небольшой опыт соревновательных игр, а именно опыт готов до StarLadder. Перед тем, как начать разбирать эту тему, мы общались с Riot Games с просьбой о проверке нарушения, с чем нам было вежливо отказано, апеллируя тем, что у них есть свой эксперт, который тщательно посмотрел все игры и ничего подозрительного не заметил. В своем видео я хочу рассмотреть орбволкинг игрока из онлайн-части турнира и Ники Амана. Так как AD Carry является механической ролью, и поэтому, имея большой опыт игры за AD Carry, я не мог не заметить столь огромную разницу между этими двумя людьми. Если присмотреться, разницу просто невозможно скрыть, и я хочу, чтобы вы увидели это вместе со мной. Орбблокингом вкратце называется техника, которая применяется игроком для нанесения максимального количества урона в определенный промежуток времени путем отступления или наступления, подшага или отмены анимации автоатаки. На нее напрямую влияет АПМ, количество ваших кликов, нажатий по клавиатуре. Чем выше средний показатель АПМ у человека, тем лучше он может орбволкать. Это все наглядно видно и невозможно скрыть. Грамотный орбволкинг также усложняет попадание линейными скиллшотами и АОЕ скиллшотами по цели. А теперь супер простым языком. Человек, который играл на онлайн-стадии турнира, заметно выделялся на любом перемещении, как на лайн-фазе, так и в тимфайтах, при сравнении с абсолютно любой игрой Ники Амана, будь то финалы или соло-ко-игра. Если выражаться символично, то это можно назвать почерком АДшника. Заранее хочу извиниться за резкие смены игровых моментов, так как от райотов не было ощутимого содействия. Максимум, с чем я мог работать, это запись игр с YouTube. Поэтому детальный анализ лайн-фазы был невозможен. Я не призываю вас к хейту кого-либо, а хочу, чтобы вы услышали лишь мою позицию и при возможности высказали бы свои мысли. Также хочу добавить, что сама Ника Амана отказалась от какого-либо комментирования по поводу этой ситуации. Ну что, понеслась. Обратите внимание, как Ники Амана контролирует свой Кейтлин после каждой атаки и как это делает Адекери из онлайна. Сейчас я буду давать минимум комментариев для того, чтобы вы сами для себя решили, клевета ли это на СПБ ГУД или нет. Сразу скажу, касательно рейтинга. Заявленный рейтинг Ники Амана на момент игры платина 4 русского сервера, а Адекель из онлайна предположительно между третьим и первым алмазом. Здесь скорость реакции Вейн и частота ее сайдстепов зашкаливает. В финале же Кейтлин, убегая, спотыкается об крипов юнит коллижен и умирает. Сайдстепы Шай из онлайна полуфиналов. Каст Кьюшки в упор за Кейтлин, что триггерит Гнара флешну со шоквейвом, тем самым убивая Кейтлин. Заторможенность в действиях Кейтлин из финалов. Учитывая численное преимущество и успех данной драки, неуверенность в действии бросается в глаза. А вот вам момент Кейтлин из полуфиналов. Противник имеет численное преимущество. Кейтлин на бихайнде. Обратите внимание на ее движение и молниеносность принятия решений. Такое поведение сильно отличается от Кейтлин Амана. Здесь же ситуация с огромным преимуществом в Гауде. Университет Уфу не имеет двух сторон.
Свей начинает драку, в то время как Кэтлин Никиамана запушивает Т3 на топе и буквально теряется в происходящем, хотя имела возможность дольше поучаствовать в драке. Конкретно здесь все внимание сфокусируйте только на выходе из четвертьфиналов, а именно на тактическую игру на лимитах без использования флеша. То есть здесь видно, что человек чувствует ситуацию на голову выше, чем Амана. А теперь посмотрите, как Амана тактически использует самонерки во время финалов. Моргане сейчас ничего не угрожает, но Кэтлин нажимает хил по страшным ранам. Тристана в полуфиналах уверенно давит вражескую Кэтлин, до конца не нажимая хил по Шену с низким здоровьем. Это говорит о том, что игрок на Тристане прочитал этот момент и не тратит хил понапрасну. Хочу обратить внимание на то, что это один из немногих моментов, где Ники Амана пытается использовать свою сетку в агрессивных целях, что тем самым загоняет ее в ловушку. Здесь также была допущена грубейшая ошибка, которая подставила сразу двух керри под один шок-вейв. К чему же это я? Потому что обратите внимание, насколько сильно отличается агрессивная игра АДшника из полуфиналов и АДшника из финалов. И делайте выводы. А вот это мой любимый момент. Кейтлин загноблена. У Джины есть предмет. Кейтлин решает играть по Жанне, танкуя пак крипов. И практически выигрывает. Но дальше смотрите сами. One, two, three. Ника Амана с финалов практически не использует сайдстеп, а только движение вперед-назад и райт-клик по фронтлейну. Барон Нашор не любит тех, кто не умеет сайдстепить. Здесь Амана сижет и ловит в лицо контроль. Здесь же Шая из четвертьфиналов успешно сиджет ингибитор на топе и попутно спокойно дожит все обилки Ксерата. А здесь Кэтлин из полуфиналов успешно сайдстепит все хиты Джина. Если вы досмотрели до этого момента, то вот вам бонус. Шутки в сторону. Здесь обратил внимание на одинаковый драфт на ботлейне. Но данная ситуация разыграна по-разному. В обоих случаях Моргана попадает Байдену по AD керри, но камбо за Кэтлин на финалах сделано неверно, что не дало ей возможность забрать килл. Скажете единичный случай? Тогда у меня есть еще парочку примеров. Почему я заострю на этих моментах внимание? Потому что вариант камбы Амана с финалов, который она делает систематически, а именно автоатака или сетка плюс автоатака плюс кюшка, позволяет оппоненту, который стоял или не стоял в контроле, увернуться от последнего удара кушки. Как мы и можем увидеть это на видео. Правильная камба же заключается в том, что сперва кастится сетка, после чего машинально нажимается кушка, которая попадает по цели, если она обездвижена, застанена или имеет 90% слоу. И только потом идет гарантированная автоатака. Именно это и правильная камба делалась на онлайн-стадии. А теперь внимание. Ника Амана. AD Carry Main. Имеет на русском сервере не меньше 40 игр за Кейтлин. И неизвестно сколько на европейском сервере. При аналогичной, несумбурной 2х2 драке комбит по обездвиженной цели не так, как это сделала Кейтлин в онлайне. В скобочках быстрее, лучше и эффективнее. И после таких фактов еще как-то можно отрицать подмену дэшника на финале? Серьезно? У меня все.
Под видео приложу все записи игры, если кто хочет. Напоследок покажу вам скрины переписок с оппонентами финалов и онлайн-части. Надеюсь, это будет хорошим дополнением и завершением к этому видео. Благодарю за просмотр.